интровертом почему-то быть не так хорошо, как экстравертом. Может быть, я не люблю разговаривать с людьми. С белочками, с бурундучками, как-то это больше все мое. Многие твои друзья считали меня высокомерным, мне кажется, когда ты и не очень приятным человеком. Наверное, вряд ли кому-то хочется иметь дело с таким угрюмым человеком. Хотя раньше было по-другому. Я устал от людей. Кошмар. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Поехали. Привет. Привет. И вам тоже привет. И вам привет. Всем, кто слушает нас, смотрит нас. С вами сегодня Саша. Лёша. Начинаем очередной эпизод нашего подкаста, который сегодня посвятим интровертам, экстравертам и сочувствующим, да. Тем, кто между, тем, кто не определился. В общем, обо всем об этом будем сегодня разговаривать на нашем, прежде всего, примере. С нами сегодня Гриша, Дуся, скорее всего, опять же, ненадолго. Неусидчивые, да. А мы, как выяснилось, усидчивые. Очень, даже слишком. Почему вы решили поговорить об интровертах и экстравертах? Разобраться в этом немного, посмотреть на себя. Может быть, кому-то мы поможем тоже определиться с самим собой, потому что... А может, кого-то и запутаем. А может быть, кого-то еще больше запутаем, потому что, наверное, надо сразу сказать, что мы здесь не претендуем ни на какие экспертные оценки ни экстравертов, ни интровертов, ни на какие коучинговые процессы. Мы тоже здесь не претендуем, просто разговариваем о себе, о наших отношениях. Но, возможно, именно благодаря этому простому разговору кто-то узнает себя и, может быть, примет себя. Ну, существует же такое, что интровертам почему-то быть не так хорошо, как экстравертом в социуме. Бытует какая-то мнение. Такая, да, бытует мнение. Ну, люди, наверное, по себе судят, они не хотели бы... Как люди, типичный образ интроверта, как они себе видят, что человек, который сидит там глубоко замкнувшись в себе, угрюмный, в темной избушке, на курьих ножках. И ему там хорошо, ему там никого не нужно и ничего там не нужно. Я думаю, что, наверное, вряд ли кому-то хочется иметь дело с таким угрюмым человеком, поэтому люди, и самому таким считают... быть, да. Занятие самим собой, вывести себя из зоны комфорта, интровертность как-то в себе победить. Я не хочу, например, выходить из зоны комфорта. Мне очень в ней комфортно. Да, потому что зона комфорта, на то она и зона комфорта, чтобы в ней уютно было и комфортно находиться. Давай попробуем, может быть, своими словами охарактеризовать экстравертов и интровертов. Угу. Экстраверт — это тот, кто комфортно себя чувствует в социуме, кто заряжается энергией от общения и, наверное, не очень комфортно себя чувствует наедине с собой. Там эта энергия затрачивается. У которого, как говорится, шило в одном месте. Везде его... Он везде и всюду со всеми общается. Да. Интроверт — это тот, кто комфортно себя чувствует наедине с самим собой, кто черпает свои силы из размышлений, из работы над собой, и некомфортно, и растрачивает очень сильно эту энергию как раз на свои какие-то социальные поведения, так скажем. На то, мне кажется, это как вот ты внешне скажешь, кто и что, если они в социуме плюс-минус одинаковые, только один как бы незаметно для других тратит эту свою энергию. Ну, есть же такое понятие, как душа компании. Ну да. И почему-то считается, что интроверт не может быть душой компании, что, на мой взгляд, тоже достаточно стереотипно и поверхностно. Тут, наверное, стоит сказать, что помимо экстравертов и интровертов существуют еще такие типы личности, как амбиверт и омниверт. Это как? Амниверт — это тип личности, который и тот, и другой, и те, и другие сочетают в себе качества и экстравертов, и интровертов. Просто амниверт, он в зависимости от ситуации либо экстраверт, либо интроверт. А амбиверты — это те, кто сочетают качества и интроверта, и экстраверты могут это делать в одной и той же ситуации. Наверное, амбивертов, ну, как мне кажется, гораздо больше. Ну, вот ты кем себя считаешь? Хороший вопрос. Я, честно говоря, мне казалось, как раньше, дурацкое воспоминание, как раньше вот были в школьные времена, там, не знаю, девочки ходили с анкетами какими-то, какие-то тесты мы все проходили, и был какой-то тест, либо в газете какой-то мы нашли, либо еще что-то, чтобы как раз на тип личности, кто ты и что ты. Там помимо каких-то классификаций есть какие-то холерики, еще чего-то, есть еще и экстраверт, интроверт, и, по-моему, всю дорогу раньше вот по всем этим тестам я был полноценным экстравертом. Хотя сейчас я как-то думаю, что не так все однозначно, как говорится. Все не так однозначно. Да, и я не сказал бы, что
Мне кажется, что куда-то я в противоположную сторону меняюсь. Под действием уж не знаю чего, или уж не знаю кого, точнее, определенно даже знаю кого. Но, наверное, опять же, какой-нибудь один из неопределившихся. И туда и сюда нашему вашему споем и спляшем. Я бы, наверное, себя причислил к интровертам. Если кто-то знает меня, ну, более-менее близко, наверное, назвав меня интровертом, в принципе, не ошибется. Но согласен с тобой, и во мне, и в тебе есть качество и того, и другого типа личности, поэтому, скорее всего, мы амбиверты. Исходя из того, как мы себя ведем в жизни, как принимаем решения, как общаемся с друзьями, в работе, как вообще живем, как живем друг с другом, как друг с другом общаемся. Разграничить нас как экстраверты и интроверты нельзя. Вместе с тем мы действительно разные, очень разные. И если, например, вот если попробовать нас все-таки как-то разделить на один или другой тип, мне кажется, все-таки ты больше экстраверт, а я больше интроверт. Наверное, это и даже и слова, что ты экстра, я экстра, внешнюю часть нашего дома, фронт-ярд, с газоном занимаюсь, а ты интроверт, ты внутреннюю часть нашего участка. У нас есть такая договоренность, что Лёша косит газон на фронт-ярде, потому что там это связано с контактом с людьми, со смолтоками, я это не очень люблю. С экстравертностью. Я предпочитаю копаться и общаться с растениями, там, с белочками, с бурундучками, как-то это больше все мое, поэтому мой бэк-ярд, твой фронт-ярд. Да, наверное, даже вот из этого сразу интересно, можно спроецировать. Вот. Амбиверты и амниверты с боков где-то. Хорошая аналогия на самом деле, такая жизненная, да, вполне. И очень применимая к этим понятиям. Но вот ты тоже упомянул о том, что со временем, когда ты там, заполняя детские анкеты, ты считал себя экстравертом, со временем изменился. Мне кажется, что под воздействием каких-то внешних факторов, своего партнера, в том числе в отношениях, вообще под воздействием прожитого опыта, набранного опыта, люди могут меняться и утрачивать свои экстравертные качества, как, например, в случае со мной. Мне кажется, я тоже был больше экстравертом, как и ты. Как-то многие тебя до сих пор считают экстравертом. Как-то так сложилось, да, что когда людям говоришь, что я интроверт, ну, больше интроверт, если там исключить эти понятия амбиверт и амниверт, люди очень сильно удивляются. Как так? Потому что вся моя работа... Все видят, конечно, ты, как говорится, не пойми превратно, работаешь на публику, и поэтому, понятное дело, общаешься с таким количеством людей, казалось бы. Так случилось, что большая часть моих работ, наверное, все мои работы, были связаны с публичностью той или иной. Когда я работал на радио, но опять же, я работал с микрофоном, в студии кроме меня никого не было, да? Я вел прямые эфиры на телевидении. Опять же, мы сидели, там, кроме операторов, какого-то такого небольшого круга работников, и нас, ведущих в кадре, тоже никого не было. Потом была такая, на самом деле, публичная работа. Я был визажистом, и там такой прямой контакт с людьми. Я работал тренинг-менеджером, и там по 100-150 человек аудитория, там действительно, ты общаешься с аудиторией в реальной жизни, да, не... А потом я ушел опять за камеру, за микрофон, и те, кто сейчас считают меня экстравертом, наверное, заблуждаются прежде всего потому, что, да, я работаю на большую аудиторию, но когда я работаю, даже сейчас мы с тобой сидим, мы вдвоем. А пальчики-то вот они. Пальчики-то вот они, да. Мы разговариваем с тобой вдвоем. Ну да. То, что нас будет смотреть потом сотни, тысячи человек в данный момент. А может быть, миллионы. Мы надеемся на вашу поддержку. Такое отступление. В данный момент это не играет роли. Я комфортно себя чувствую в той самой зоне комфорта, которая у нас сейчас с тобой здесь создана. Котятины, ты... И я могу раскрыться. Опять же, интроверт — это же не значит угрюмый человек, как мы сказали, который живет в избушке и который ни с кем не общается. Нет, у интровертов тоже есть друзья. Просто круг этот, наверное, сильно уже, чем у экстраверта. Но по большому счету мы совокупность каких-то качеств. И каждый человек индивидуально. Мне кажется, что в современной психологии уже уходит от такой вот четкой категоризации типов личности, потому обозначение границ, между которыми этот человек должен существовать. Все индивидуально. Наверное, так же, как если говорить там
о флюидности, да, человек меняется. Он постоянно меняется в зависимости от своих взаимоотношений, в зависимости от социума, от своего окружения. Возраста, может от быть. возраста в том числе. Вот так же, как и раньше. Ты можешь, не знаю, там в какие-то институтские годы, или ты постоянно находишься окруженным каким-то большим количеством людей, абсолютно от этого не устаешь, проводишь в компании своих друзей с утра до ночи, иногда целыми днями напролет, и всем этим постоянно подзаряжаешься и прекрасно себя чувствуешь. В то время как сейчас, например, даже если у тебя какая-то раз в неделю или пару раз в неделю какая-то социализация происходит, ну не такая там попереписывался с кем-то, а ты идешь куда-то, с кем-то там общаешься, там в офис я езжу, например, или куда ты идешь там с друзьями, не знаю, там где-нибудь посидеть в кафешке или еще чего-то. После этого приходится как-то восстанавливаться. Все равно как-то ты уже не этим заряжаешься. На это ты больше силы тратишь, хотя раньше было по-другому. Мне кажется, и меняется, определенно меняется. Ну, наверное, в моем случае мою экстравертность, так скажем, подкосила работа с большой аудиторией, когда я был тренинг-менеджером, были частые командировки. Если ты помнишь, когда я был в разъездах, и были там несколько тренингов в неделю, я приезжал, и в выходные я просто предпочитал... Не кантовать, да. Молчать, языку дать отдохнуть, голове дать отдохнуть. Я переходил в такой энергосберегательный режим. И, в общем-то, этот режим начинался практически сразу после тренинга. Хотя на тренинге я отдавался, я отдавал свою энергию, я заряжал людей. Это же тренинг. Конечно. Зарядить людей на продаже, все плюсы представить. Соответственно, я должен быть позитивным, должен быть открытым. Но вот как только тренинг заканчивался, я садился в поезд или в самолет, все, наушники в уши, все. Я ни на какие внешние факторы старался не реагировать, приезжал домой и выходные проводил в полнейшей изоляции. В то время как у меня, например, полная противоположность тогда, по крайней мере, в те годы была, что я работал в компании, которая достаточно небольшая, ну сколько там, 100-150 человек. Мне кажется, я знал практически каждого. И я по специфике своей работы со всеми общался, и как-то абсолютно от этого не уставал, и мне так все нравилось, сама работа была интересная, люди были интересные, и как-то чувствовал себя частью коллектива, чувствовал, что вот все это ужасно интересное было, и я даже помню, сейчас, конечно, так ужасно звучит это все, думаю, зачем же выходные? Ну, ведь можно же, ну как же, вот в выходные надо продолжать работать, общаться, ну, как-то... И абсолютно от этого не уставал. Сейчас, конечно, там... Сейчас ты даже иногда после встречи выходишь и говоришь, ну, я устал от людей. Кошмар. Ну да, абсолютно. Сейчас, когда даже какая-то встреча, пусть то по там Skype, Teams, что угодно, но все равно ты рассказываешь какие-то вещи людям, ты отдаешь какую-то свою энергию, и она реально тратится. Выхожу после этого выжатый как лимон, ничего мне не нужно, никого мне не нужно. Это где Саша, где кот, вот все. Может быть, со временем мы учимся понимать, что прежде всего, важнее всего для нас самих мы сами, и энергия, которую мы растрачиваем, ее нужно как-то, отдавать, по крайней мере, порционно, а не все сразу, для того, чтобы сохранить что-то для себя, для своих отношений в том числе, для себя, да? Возможно, это с годами приходит, потому что мы все-таки стараемся беречь себя, свой комфорт, свою голову для того, чтобы меньше растрачиваться на все какие-то... Наверное, это. На окружающую действительность, так скажем. Но в конечном итоге по этой шкале люди, оказывается, вполне себе так плавают. Волатильные. Да, волатильные. Лобильные, волатильные. Мне кажется, что вот в нашем случае как раз, наверное, вот эта вот характеристика амбивертности, она наиболее подходит. Но ты больше в экстравертную сторону все-таки, я в интровертную. С задатками неформального лидера. Да, интроверт с задатками неформального лидера. Если, например, о спорте сейчас поговорить, ты любишь заниматься этим в компании, то есть ты не один клуб уже, там и беговой, и плавательный, и триатлонный прошел, тебе в кайф заниматься этим в окружении, ты как-то дополнительно этим подзаряжаешься. А я люблю, вот для меня лучший спорт, лучшая спортивная активность — это бег по лесу, максимум в компании с тобой. Потому что с тобой я себя чувствую как с самим собой. То есть мне нужно и здесь максимальный уют и такое уединение, размышления в каких-то своих там мыслях я пребываю, что-то там генерирую, какие-то идеи. Мне для этого не нужно окружение. Да мне тоже как-то особо не нужно. Это, скорее всего, я не возражаю их присутствие. К тому же, командный
ну, не то чтобы прям какой-то Но командный тебе дух, но нравится это. мне нравится возможность разделить с кем-то свою боль, потому что в результате, когда, ну, какая-то тренировка сложная или еще чего-то, пожаловаться кому-то на свою тяжелую судьбу, вроде как уже и легче становится бежать там или плыть, или что угодно. А так, когда ты совсем один, ну, можно... Мы с тобой бежим, потому что что-то сегодня тяжело бежится, и дальше побежали. А Ну так, вот и мне этого достаточно. ну, а если ты скажешь об этом 10 разным, Потому что- 10 А я просто разным не людям, скажу. тебе в 10 раз легче Я в станет. незнакомой компании, я просто буду вот... Потому что там я как раз вырван из зоны комфорта. Я в большом количестве незнакомых людей, а все-таки сопряжено с незнакомыми людьми. Это не близкие твои друзья. Я буду по большей части молчать и все равно находиться в себе. Как в этом это... Быть таким диким. Фильм назывался где Муравьева, в конструкторском бюро, где Петр Васильевич откуда, господи, у меня Самое мозг. обаятельное и Самое привлекательное. привлекательное, когда он говорит, а как вы чувствуете себя в компании незнакомых людей? А, молчу. Что-то там это, как Шурочка сказала. Не Вот Шурочка, а помалкиваю. Да, помалкиваю. Вот и я помалкиваю. Клавдия Из-за этого, Петровна. кстати, вот я читал, это один из минусов интровертов, это то, что из-за своей особенности поведения в незнакомом обществе их часто считают снобами, их часто считают высокомерными, их такими не очень приятными людьми. Я знаю, что вот мы когда начинали жить вместе, многие твои друзья, когда видели меня, мне сложно общаться с незнакомыми людьми. Я начинаю быть открытым, когда я уже подпускаю человека ближе, и вот все, тогда друг становится другом, там, приятель становится приятелем, я могу открываться, я могу действительно быть тогда и душой компании, но это должны быть я должен почувствовать себя комфортно. И многие твои друзья, которые впоследствии стали и моими друзьями, Ну да, оно было такое. считали меня А высокомерным мне кажется, когда ты и не экстраверт, очень приятным человеком. а когда ты экстраверт, и люди тебя видят первый раз, все думают, что ты какой-то ненормальный. Я тоже прочитал о том, что есть такая отрицательная особенность экстравертов, то, что их могут посчитать неискренними. Кто же тогда те люди, которые при первом знакомстве хорошее впечатление производят? Если не ты, не я... Видимо, должна быть золотая. Или вместе. Или вот вместе. Мне кажется, вот вместе... Такие, чтобы друг друга тушили. Да, ну, если говорить о наших знакомствах в последние годы, ну, в основном мы же знакомимся вместе. Мы с Тамарой ходим парой. Иногда даже я инициирую это. Казалось бы, да? Инициирую знакомство. Интроверт. Я говорю, вот, ну, вроде хорошие люди, нужно встретиться, нужно поговорить. И сейчас все И эти тут хорошие уже- люди, которые с нами встречались, такие подумают, у них по нашему поводу был такой разговор. В наших отношениях мы нашли ту самую золотую середину, когда друг друга как-то так уравновешиваем, балансируем в этом плане и в плане общения в том числе. Поэтому, когда мы знакомимся с людьми вдвоем, где-то чуть больше говорю я, где-то чуть больше говоришь ты, где-то мы оба начинаем говорить так, что не даем кому-то слово сказать. Такое А тоже потом бывает. мы иногда бывает Но в разделяемся на два разных говорящих лагеря, а потом обратно это соединяется такое. Ну, конечно, удивительно, что, казалось бы, если, допустим, считать меня экстравертом, который, ну, не то что рубаха-парень, но который со всеми нормально находит общий язык, общается, и тебя интровертом, которому это тяжелее слегка делать, то забавно получается иногда, когда ты инициируешь какое-то новое знакомство, новое общение, а я такой, ну, может быть, как-то слиться, что-то как-то не хочется, что-то давай дома останемся. Я даже никуда говорю, не наверное, пойдем». надо. Но вот во мне, видимо, вот это вот... как это... Фомо. Да, во мне говорит вот Fear это of вот missing качество. out. Да. А вдруг мы что-то пропустим? Да. И вот я часто же тебе говорю, может быть, нам нужно чаще с кем-то встречаться, потом следующая моя фраза. Ты говоришь, ну а как мы будем с ней общаться? Я говорю, ну ты будешь. Опять же, вот относительно смолтоков. Я как раз тоже хотел сказать, большое заблуждение, на мой взгляд, с твоей стороны присутствует. Ну, хотя, как сказать. Саша по какой-то причине считает, что... Мне кажется, справедливо считаю. Что... ну, иди, ты же любишь с людьми общаться. Иди там поговори с кем-то. Тебе же или там нужно пойти у кого-то что-то спросить или еще чего-то, где-то в магазине повзаимодействовать. И Саша не хочет вступать особо в контакт. А я почему-то заранее считаете, что я должен любить разговаривать с людьми. Ну, может быть, я не люблю разговаривать с людьми.
ты любишь? Ну, как любишь? Мне Нет, кажется, ну что ты почему? получаешь Иногда то, когда ты так, как... все зависит от собеседника. Ну, конечно, но глядя на тебя, когда ты это делаешь, мне кажется, ты А я получаешь от просто этого удовольствие. лицо, внушающее доверие. Хотя иногда бывает, что я вдруг раз на меня что-то напало, и я такой сам чуть ли не инициировал разговор где-нибудь, там, в магазине, например, small talk. Но по большей части я не люблю. Я люблю, даже если говорить Чтобы о коротко и шумных... по делу. Ну, во-первых, коротко и по делу, а если говорить об общении, опять же, я не люблю себя, наверное, растрачивать на какое-то такое... по большому счету, пустое общение. Да, мне достаточно поздороваться, улыбнуться. Мне нравится общаться с близкими людьми. Мне нравится тратить себя на общение с друзьями в уютной компании. Причем я не люблю шумные компании. Мы давно с тобой тоже вот как-то научились понимать друг друга, когда ты ходил на встречи на какие-то шумные, где часто было много людей. Я тебе сразу говорил, что я, наверное, не пойду. Но ты обязательно сходи. Да, эта фраза. Но ты обязательно сходи. Ну как... Мне нужно камерное общение. Ну потому что в конечном итоге иногда тоже пойдешь на какую-то шумную встречу, где много-много людей, но ты ни с кем как следует и не поговоришь. И выжатым себя при этом Ну чувствуешь, да. и вроде как ни с кем и не поговорил. Ни с кем бы не поговорил. И какое-то такое, знаешь, ощущение недоговоренности какой-то. Хотя нет, это, наверное, больше от общения с кем-то, когда столько много надо обсудить, а ты в результате времени хватило только на чуть-чуть нет. Когда много людей, конечно, тяжело. Ну, я абсолютно не возражал против таких встреч, но много и Ну много. и хорошо, если помнишь, в первое время это тебя немного беспокоило. Мои отказы, я старался сделать В первое все время нас обоих друг друга что-то беспокоило. достаточно Пока мы как-то узнавали. Надо сказать, что мы до сих пор продолжаем узнавать друг друга, это прекрасно. Но мы научились принимать какие-то основные особенности все-таки друг друга. И если в первые какие-то годы тебя обижало, когда я отказывался ходить на какие-то такие шумные мероприятия, сейчас ты уже спокойно к этому. Сейчас ты я знаешь сам не хожу. мою эту особенность. Ты знаешь мою особенность, например, когда нас кто-то вдруг сегодня зовет на какое-то шумное мероприятие или в так гости. нельзя делать. Нет, так Сегодня нельзя, нельзя мне нужно- звать. Ну, за 2 Надо недели заранее. нужно подготовиться. Конечно. Я Даже так не нужно, могу. чтобы там одежду выбрать, а какую-то Мне психологически. головой нужно подготовиться, да. Конечно, Должна смириться быть иначе это с стресс. неизбежностью этого события. Я получаю причем от этого удовольствие в процессе, но если вдруг так, сегодня едем в гости. Нет, это слишком всё, это. это стресс. Даже за Ужасно. неделю нас пригласили на день Много. рождения, я тоже как-то думаю, как бы слиться. Видишь, у тебя тоже под воздействием, я не знаю, меняли совместной жизни или просто по опыта и возраста появились такие больше качества. Опять же, мы говорили, может быть, это от нежелания растрачивать себя. Принятие решений. Экстраверты Вот и уже интроверты вообще очень сильно вопрос. отличаются. Я больше импульсивно принимаю решения. Мы такие, Это давай, больше хабах. экстравертные качества, да. Тебе вот взял, например, там в плане покупок. Ой, вообще. Увидел, понравилось, купил. Моя Мне одноклассница нужно- говорила в свое время, что я не удивлюсь, если Леша будет как-то идти по улице и такой, ой, надо квартиру купить. И Мы купил примерно так и квартиру. купили Ну, квартиру в примерно, да. Торонто. Да. Но решение такое было очень... И вот это, опять же, исходя из того, что да, что мы учимся на каких-то... Мы меняемся под совместно. воздействием опыта. Вот это была самая такая необдуманная покупка. Как я обычно, да? Я посмотрел, мне понравилось. Я, может быть, даже тебе предложил, что мне понравилось. Ты сразу уже готов купить? Давай купить. Давай купим. Нет, давай купим. подумаем, взвесим все варианты. Мне нужно взвесить все варианты, мне нужно посмотреть, как это, ну, не будет ли каких-то проблем после И тут этого. главное потом, с моей стороны, главное не спрашивать каждые 5 минут о том, ну что подумал. Да, это называется пушить, а мое поведение мы называем человек сомнения. Да. И он включается, и ему нужно дать время, потому что если вдруг мы сделали это, человек сомнения включился потом, хорошо, если можно сдать. И часто мы так делаем. Да. Когда человек сомнения потом включается, например. Иногда это просто интуиция. Она иногда действительно работает в правильном направлении. Очень часто человек сомнения, включившийся после, действительно дает такие, ну, абсолютно аргументированные Ну, что какие-то... ж заранее-то не включается? Не знаю. Вот, например, с квартирой тоже он включился же. Идея купить Но уже квартиру было была моя, поздно. импульсивная. Но потом у меня как раз вот стал включаться человек сомнения, но уже было поздно. Мы буквально за 2 недели ее Ну купили. нет, мы же вместе приняли решение. Ну, опять же, если вспомнишь, мне ты говорил, даже как в мы голову сможем не в этом жить? приходило. А мы сможем, я тебя даже убеждал. То есть я тебя убедил, что Потому что нам мы эта вместе планировка обсуждали. подойдет, что действительно этот вариант... Мы вместе вроде как обсуждали, но я где-то... И я себя потом за это корил. Проявил чуть, ну, где-то, наверное, ненужное в той ситуации
давление или дар убеждения свой включил или еще, что потом сам об этом пожалел. Дар удавления. Дар удавления. Дар удавления, да. Вот в этом плане экстраверты и интроверты очень сильно отличаются, и здесь четко. Ты, наверное, экстраверт, ты понравилось, купил, мне нужно прям взвесить все в плане принятия решений, чтобы избежать лишних стрессов. Мне нужно 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Ты готов сразу отрезать, а потом, если что, пришьем. Приделаем. Да. Вот в этом тоже твое хорошее такое качество, не бояться каких-то ошибок, потому что, если что, все можно исправить. И это классно, и мне это нравится. И это тоже помогло пережить вот весь тот стресс с квартирой, купленной за 2 недели в Торонто, где мы там натерпелись многого. Мне очень помогла как раз вот это твоя вера в то, что все получится. Ну и в результате мы живем в доме, который мы долго выбирали, мы долго смотрели, мы взвешивали. Ты принял вот эту вот мою особенность, что нужно... Ну слушай, это же тоже не пакет молока купить. У нас был большой список из требований наших, но в результате мы живем в доме, который мы любим, который нам... Со всеми требованиями. Со всеми требованиями. Ведь ничем не поступили. И человек сомнений ни разу не включился. Вот мы уже 3-й год живем в доме. Может быть, он стал экстравертом? Просто это такая зона комфорта сейчас, которая, наверное, вот как раз и была необходима. Да. За столько лет мы научились принимать какие-то особенности друг друга. И кем бы ты ни был, мне кажется, что это... нет однозначного, не должно быть, мне кажется, однозначного какого-то такого ответа. Плохо ли быть интровертом, лучше ли быть экстравертом или интровертом? Нет. Лучше быть вместе. Лучше быть вместе, да. Ну, опять же, кому-то хорошо наедине с собой, кто-то убежденный одиночка и чувствует себя абсолютно комфортно. Это мы как-то так соединились, и экстравертно-интровертные качества у нас переплелись. Что кто-то подумает, что, допустим, живя вместе, 2 интроверта будут прекрасно друг друга понимать, разойдутся по разным концам дома. И будут, может быть, и будут. А может быть, и вместе будут сидеть. И прекрасно себя чувствовать. Главное, мне кажется... Или 2 таких экстраверта, которые будут бушевать вместе тоже, казалось бы. И любая комбинация, мне кажется, прекрасно работает. Главное во всем этом — это найти вот этот вот ключик друг к другу, понять какие-то качества. Вовсе не обязательно это категоризировать или вовсе не обязательно использовать какие-то инструменты там, психологические, еще что-то, интуитивно. Если ты нашел эти ключики, если ты при этом можешь и поддержать человека в его каких-то этих качествах, и где-то направить. Вот это вот, мне кажется, в отношениях самое главное. Изначально, наверное, больше мы все-таки были экстраверт и интроверт. Сейчас как-то все так переплелось, да. У меня там какие-то твои качества появились, потому что там, я знаю, что для тебя это важно, в том числе и там какие-то там общения, да, с внешним миром. У тебя какие-то мои качества появились, ценить какой-то такой комфорт и уют и камерность. И мы как-то вместе, мне кажется, нашли вот ту самую золотую середину. И вот это вот, наверное, остается пожелать всем экстравертам, интровертам, амнивертам и амбивертам. И вообще... Найти свою золотую середину. Да, поменьше навешивать ярлыки и побольше чувствовать просто друг друга, себя. И какой бы ты ни был, нужно себя любить, ценить. И если ты никому ничего плохого не делаешь, значит, и чувствуешь себя при этом прекрасно, будь кем угодно. Правильно? Правильно. А вы нам расскажите, кем вы себя чувствуете, к какой категории себя относите. И как вам там живется. Как вам там живется, что похожего услышали из сегодняшнего нашего немного сумбурного, но, как мне кажется, достаточно позитивного разговора. На самом деле тема такая бескрайняя. И в следующий раз можно было бы пригласить в эту беседу какого-нибудь специалиста, наверное, который бы послушал нас и дал бы тоже какие-то советы, тоже какие-то оценки, потому что, как я уже сказал, мы тоже продолжаем учиться. Продолжаем понимать друг друга. Конфликты могут происходить и через 20, и через 30, и через 40 лет совместной жизни. Конечно. Важно, как ты из них выходишь, как ты в результате, какие выводы ты из этого делаешь, как ты друг друга понимаешь, как ты принимаешь. И мне кажется, важно в данном случае, если ты экстраверт, твой партнер интроверт, или наоборот, не ломать друг друга, но научиться сосуществовать, жить, разделять какие-то моменты, может быть, учить чему-то своего партнера и получать от этого удовольствие. Да. Есть у тебя что добавить? Нет, мне кажется, ты прекрасно все как-то суммировал, и подписывайся под каждым словом. Пишите в комментариях,
или где там вы сможете написать согласны, не согласны. Спасибо за ваши уши. Спасибо за ваши души. Спасибо за то, что слушали нас или смотрели. Спасибо вам за поддержку, за то, что с нами. До новой встречи В эфире. в эфире. Пока-пока. Пока-пока.